Если вы смотрите голливудские фильмы, то вы уже должны знать, лауреаты Нобелевской премии – это что-то вроде гибрида рок-звезды и Супермена. Они спасают человечество, пытаются поработить человечество, владеют боевыми искусствами и другими экстремальными видами спорта, живут вне закона, не ладят с правительствами, катаются на скоростных кабриолетах и держат миллионы в банках. Что я говорю, миллиарды. Книжных червей, живущих на одну зарплату, на вроде Шелдона Купера, среди них точно нет, по крайней мере в кино. Но что, если я скажу вам, что один из нобелевских лауреатов мог бы стать героем такого фильма? Это не было бы большим преувеличением. Его изобретение перевернуло биологию и медицину. Оно используется по всему миру каждый день, и вы почти наверняка о нем слышали, но с большой вероятностью не знаете имени его создателя. Хотя в научной среде он был скандально знаменит. Его считали гением и еретиком одновременно. Он нарушал академические каноны, презирал авторитеты и шел своим путем. Мой сегодняшний рассказ не о науке, практически не о науке. Это портрет человека, который изменил мир, потому что отказался быть нормальным. Имя нашего героя – Керри Мулис. Керри Мулис был американским биохимиком, который изобрел метод, при котором ДНК многократно копируется, каждый раз удваиваясь. Каждое удвоение занимает не больше нескольких минут. И этот процесс повторяется десятки раз. Это позволяет очень быстро накопить достаточное количество ДНК для проведения самых разнообразных анализов, экспериментов и тестов. И вы, наверное, уже подумали, а нам-то какое дело до какого-то лабораторного метода. Но вы почти наверняка лично с этим методом знакомы, даже если вы ни разу не биохимик и не врач. Потому что это наш любимый ПЦР – полимеразная цепная реакция. Вообще полимеразные реакции, процессы с участием полимераз, строящих в частности молекулы ДНК, существуют и в природе, и они задолго до Мулиса воспроизводились в лаборатории. Керри Мулис добавил букву «Ц» – цепная. Сделав реакцию цепной, он сделал процесс умножения ДНК лавинообразным. И более того, это позволило его автоматизировать. Раньше наработка ДНК в лаборатории могла занять довольно долгое время, и весь процесс получения нужной молекулы ДНК в нужном количестве мог растянуться на многие недели, месяцы, а порой и годы. С изобретением ПЦР то же самое количество материала можно сделать за часы, и на это не нужен доктор наук, с этим прекрасно справляется неоплачиваемый студент. Зачем же нужно это самое многократное удвоение ДНК? Кому от этого горячо или холодно? Начнем с того, что ДНК – это носитель генетической информации. В ней записана вся инструкция по работе живого организма. У каждого организма эта инструкция своя, как уникальный код. Проанализировав ее, можно отличить человека, скажем, от кролика, а одного человека от другого человека. Или один вирус от другого вируса, очень похожего с лица. Для анализа ДНК требуется довольно большое количество ДНК. Его почти всегда было мало. Многократное удвоение ДНК позволяет получать достаточное количество материала, начиная с крошечных исходных количеств. Чтобы лучше представить, как это работает, давайте рассмотрим процесс на сковородках. Возможно, у вас бывали моменты на кухне, когда вы думали, вот сейчас вторая сковородка мне бы не помешала. А теперь вообразите, что вы обладаете волшебной способностью удваивать количество сковородок силой мысли. И каждое удвоение занимает ровно 1 минуту. В первую минуту 1 сковородка превращается в 2, во вторую 2 становятся 4, затем в следующую минуту 4 превращаются в 8, 8 в 16, 16 в 32 и так далее. Теперь прикинем масштаб. Начнем скромно, с Луны.
От нее до Земли чуть меньше 400 тысяч километров. Если выложить сковородки диаметром 30 сантиметров вплотную друг к другу в ряд, то понадобится чуть больше миллиарда сковородок, чтобы дотянуться до Луны. Сколько удвоений нужно, чтобы получить столько сковородок из одной? Всего около 30. Что займет с нашими замечательными способностями полчаса. А теперь попробуем дотянуться до Солнца. Расстояние до него почти 150 миллионов километров, или примерно 500 миллиардов сковородок в ряд. На 499 миллиардов сковородок больше, чем до Луны. Сколько потребуется удвоений? Всего 39. То есть на это потребуется всего на 9 минут больше, чем в примере с Луной. И вот в этом волшебство цепной реакции. Сначала кажется, что ничего не происходит, а через несколько шагов вы уже строите мост из сковородок к звездам. Именно этот принцип лежит в основе ПЦР. И этот метод произвел революцию в молекулярной биологии и медицине. Теперь стало возможным из даже одной единственной молекулы ДНК быстро нарабатывать такое количество материала, что его хватало для любого детального анализа или другого эксперимента, что в свою очередь превращало невозможный из-за его заоблачной стоимости проект в рутинный, который можно завершить в небольшой лаборатории силами имеющихся сотрудников. Большинство из вас услышало о ПЦР в 2020 году, когда этим методом массово начали делать быстрые анализы на вирус. Но до этого ПЦР-метод десятилетиями, с конца 80-х, широко применялся в медицине, биологии, криминалистике и даже в сельском хозяйстве. С его помощью врачи диагностировали такие заболевания, как СПИД, гепатит и туберкулез. Генетики использовали ПЦР для выявления наследственных мутаций, в том числе сцепленных с тяжелыми заболеваниями. В криминалистике метод позволял анализировать даже ничтожно малые количества ДНК с места преступления, а также устанавливать отцовство. Ученые применяли ПЦР для клонирования мутаций генов для разнообразных экспериментов. Помните парк юрского периода? Если бы это не было научной фантастикой, ПЦР был бы ключевым методом для разведения динозавров. Возьмем один конкретный пример. До ПЦР криминалистам нужны были заметные пятна, допустим, крови, чтобы получить из них ДНК для сравнения с ДНК подозреваемого в преступлении. С ПЦР все изменилось. Теперь достаточно несколько клеток, оставшихся в отпечатке пальца. Старые криминальные дела, оставшиеся нераскрытыми из-за недостатка доказательств, были заново подняты из архивов. Из сохранившихся вещественных улик добыли образцы ДНК, размножили их с помощью ПЦР и раскрыли преступление. Или, что, возможно, еще более важно, оправдали ранее невинно осужденных. Вот за это изобретение Керри Мулис получил Нобелевскую премию в 1993 году. И при этом он не открыл никаких новых фундаментальных законов природы. Он, образно говоря, просто предложил необычный способ собрать уже известные детали в работающий велосипед. Нужно сделать видео про велосипеды. Но его велосипед изменил науку навсегда. И ученые, и медики, и криминалисты были ему чрезвычайно благодарны. Особенно те, кто не знали его лично. Те же, кто знал его лично, испытывали к Мулису двойственные чувства. Потому что к научной общественности он относился без особого уважения. И этого не скрывал. Мошенник на мошенника сидит и мошенником погоняет. Один там только и есть порядочный человек. А прокурор, ведь тот, если сказать правду, свинья. Спустя 5 лет после получения Нобелевской премии Мулис выпустил полубиографическую книгу с замечательным и, к сожалению, плохо переводимым названием
Dancing Naked in the Minefield. Примерно танец нагишом на минном поле сознания. В этой книге он излагал свои взгляды на науку, ее историю, на ученых, на пути познания мира, не слишком выбирая выражения и не беспокоясь за свою репутацию. Он без стеснения озвучил свои необычные мировоззренческие принципы и весьма эксцентричные научные теории. И благодаря этой книге он окончательно прослыл нет, не гением, как бы это помягче выразиться, опасным сумасшедшим. Вот, например, как он описывал прогресс науки. Мы, разумеется, не будем безоговорочно верить всему, что он понаписал, но это хорошо иллюстрирует его мировоззрение человека, который в лучших научных традициях ставил под сомнение все подряд и презирал абсолютно все авторитеты, включая, как многим казалось, здравый смысл. В качестве примера ранней, как он говорил, неиспорченной моралью науки он приводил жизнь Роберта Бойля, того самого из закона Бойля-Мэриота, который был одним из первых ученых, призывавшим не опираться на авторитеты и философские умствования, а искать истину посредством эксперимента. В своей монографии с коротким названием «Новые физико-механические опыты о сжимаемости воздуха и ее последствиях, в основном проведенные с использованием нового пневматического насоса, изложенные в форме письма к достопочтенному Чарльзу лорду Виконту Дунграну, старшему сыну графа Корка». Бойль описывал, как, воспользовавшись ручным насосом, можно из стеклянного сосуда откачать достаточно воздуха, чтобы потушить свечу. Это, между прочим, противоречило учению Аристотеля, который считал, что вакуума не существует. Оттуда изречение «природа не терпит пустоты». Нормальный ученый того времени не стал бы оспаривать самого Аристотеля, которого к тому времени уже 2000 лет как не было в живых. Но он, тем не менее, был беспрекословным научным авторитетом. Бойль же считал, что эксперимент бьет Аристотеля козырем. За такие утверждения Бойля современники очень не любили. Хорошо образованные ученые старой закалки даже не столько его не любили, сколько не воспринимали всерьез и крутили пальцем у виска за его спиной. То есть вакуум считали псевдонаукой, пока Бойль с насосом не продемонстрировал его существование. Так вот, Мулис напоминал, что законы природы, в отличие от религиозных верований, можно продемонстрировать экспериментально. И с новыми экспериментами приходят новые знания. Когда эксперименты перестали укладываться в механику Ньютона, ученые дополнили ее теорией относительности, даже несмотря на то, что мы очень уважаем Ньютона. И такая идиллия, по мнению Мулиса, существовала последние 400 лет. Но, по его словам, в 20 веке правительства начали осознавать, что ученые – это не просто кучка чудаков, живущих в своем выдуманном мире, а источник колоссальной выгоды, как в разработке супероружия, так и в коммерческой сфере. Любопытство, которое ранее двигало исследователями, было заменено экономической мотивацией. Науку превратили в индустрию, а самих ученых в ее менеджеров и рабов доллара. Кто, задается он вопросом в своей книге, с большей вероятностью получит финансирование, за которое идет настоящая конкурентная борьба? Исследователь, критикующий метод радиоуглеродного датирования, про который все образованные люди знают, что он безупречен? Или тот, кто собирает масштабную конференцию и торжественно заявляет, что в озоновом слое обнаружена дыра, и если срочно не выделить миллионы долларов на исследования, то человечество вот-вот вымрет от рака кожи? Кого будут слушать политики, которые сами не разбираются в науке, но очень внимательно прислушиваются к тем, кто громче всех кричит? Вот то-то. Пожалуйста, не думайте, что я сейчас
пропагандирую теории заговора в научной сфере. Я пересказываю идеи Мулиса и еще раз замечу, что он был очень своеобразным человеком, и нам не нужно слепо верить всему, что он говорил. Особенно потому, что он сам призывал никому не верить. Но я хочу, чтобы вы знали, что даже и Нобелевский лауреат может высказывать очень непопулярные, очень эксцентричные мнения. Разумеется, это не означает с точки зрения Мулиса, что все крупные научные проекты коррумпированы и озоновой дыры не существует. Но он явно не верил в их абсолютную прозрачность. Он приводил пример автомехаников, которые, увидев ваши чистые ручки с ухоженными ногтями, начинают уверять, что вашей машине срочно требуется капремонт двигателя, когда все, что нужно, это долить масло. Почему бы дошлым менеджерам от науки не поступать так же совсем не слишком образованным и доверчивым человечеством? С какой стати мы верим ученым? И Мулис ставил под сомнение практически все, от роли вируса иммунодефицита в развитии СПИДа до всемирного потепления. В соцсетях он был бы главным похоливаром на самые разные темы. Научное сообщество считало такие его заявления, мягко говоря, спорными, а иногда и просто опасными. Сам же он считал их актом научной честности. Вы можете подумать, что легко быть гордым и независимым, когда у тебя есть Нобелевская премия. Но Мулис не особо фильтровал ни свои слова, ни поступки уже в юности. Он рос непоседливым и бесстрашным экспериментатором. В 15 лет Керри Мулис и его одноклассники увлеклись ракетостроением. Сам Керри вспоминал, что ему жутко повезло, что Америка тогда была в плохих отношениях с русскими, так тогда называли Советский Союз. Несмотря на то, что периодически приходилось по команде учителя прятаться под партами, чтобы знать, что делать в случае апокалипсиса, в образование стали вливать огромные деньги, и оно резко улучшилось. Когда Советский Союз запустил первый спутник, ракетостроение стало приоритетом номер один им в США. Нитрат калия Мулис и компания покупали в аптеке, сахар брали с кухни. Из этого на печке буржуйки они готовили твердое ракетное топливо. Что было чрезвычайно опасно, вам не кажется? Одна ракета у них взорвалась прямо на стартовой площадке. В ходе своих экспериментов они также подожгли большое дерево, устроили небольшой взрыв в школьной химической лаборатории, а также сумели запустить лягушку на высоту около километра и благополучно вернуть ее на Землю. После школы и до поступления в университет Мулис вместе с приятелем по имени Эл начал зарабатывать тем, что по ночам варил химические реактивы в гараже. Их покупал у них знакомый студент, у которого были связи с серьезными химическими компаниями. Работа была, по словам Мулиса, крайне интересной. Они синтезировали то, что никто другой синтезировать не хотел. К примеру, однажды они изготовили вещество, обладающее сильнейшим слезоточивым эффектом. Его кристаллы приходилось раскладывать для сушки в таком режиме. Юные химики задерживали дыхание, вбегали в гараж, раскладывали порцию на подносы, пулей вылетали наружу, обливались водой из шланга, отдышивались и снова в бой. В конце концов, дверь гаража заперли и повесили табличку «Не входить». Но наутро туда заглянула бабушка Элла, хотела постирать белье. Табличку она проигнорировала. После этого она неделю с Эллом не разговаривала. Бабуля полностью оправилась, чего не скажешь о роскошном кусте камелии под вентиляцией. Тот засох безвозвратно. Мулис писал, что работа в химических лабораториях научила его 3 вещам. Пользоваться воронкой, когда переливаешь ацетон из большого сосуда в маленький, пить чай, а не кофе, чтобы не тряслись руки, а также немного думать, прежде чем делать. После окончания университета Мулис поступил в аспирантуру в Беркли. Как и многие студенты Беркли в 1970-х, Мулис экспериментировал с измененными состояниями сознания. Подробнее об этом на Бусти и Патреоне. А здесь лишь скажу, что он сам утверждал, что именно эти опыты помогли ему по-новому увидеть молекулы. В университете его бунтарский дух расцвел пышным цветом.
Керри напрочь игнорировал, что положено делать, и поступал исключительно так, как считал нужным. Его интересы разделились на два направления – науку и девушек. Для окружающих, включая администрацию, он был сущим наказанием. Он резал правду матку всем подряд, от академиков до вахтеров. Многие просто считали дни до его защиты. Когда его кафедра приобрела дорогущий и сложный прибор, ЕМР-спектрометр, прибор немедленно заперли, чтобы какие-нибудь биохимики вроде Мулиса чего-нибудь не сломали. Мулис решил, что это несправедливо, купил собственный замок и повесил его рядом с первым. В результате пользоваться прибором не мог уже никто. Его вызвали на ковер. На вопрос, что это вообще значит, он невозмутимо ответил: «Я тоже хочу играть с новой игрушкой». Будучи аспирантом, он внезапно написал письмо в самый престижный научный журнал Nature, «Природа». Нужно быть большим нахалом, чтобы аспиранту писать в Nature. Это как человеку с улицы пойти на прослушивание в Большой театр. Керри направил в Nature письмо, в котором сформулировал заковыристую гипотезу из области теоретической физики и космологии. Когда материя попадает в черную дыру, она может подвергаться зеркальному преобразованию, превращаться в антиматерию, начинать двигаться назад во времени и переходить в скрытую фазу Вселенной. По сути, черные дыры, по его мнению, могли быть порталами в обратный симметричный мир. Про черные дыры еще надо сделать видео. Не могу сказать, насколько это соответствует современным представлениям. Но в Nature письмо все же приняли. Позже это его спасло, когда Керри, абсолютно не подготовившись, явился на экзамен по специальности. Биохимию он не знал, зато у него была опубликована статья в Nature. Ну и что по космологии? И вот тут-то ему на руку сыграло лебезение ученых перед авторитетами. Профессора сначала не поверили своим глазам, у них самих статей в Nature, небось, не было, а потом разрешили ему выйти на защиту. Выпустившись из университета, Мулис в конце концов устроился на работу в компании Cetus, где он и изобрел ПЦР. Но без драмы Мулис жить не мог, и поэтому в скорости после устройства на работу он подрался из-за женщины. Скорее, скорее! Кончайте с ним, я научу вас, как это делается! Вот, чем это он меня? Уволю всех! Сам он ласково называл ее «Пресвятая покровительница техбезопасности». История гласит, что Мулис объявил войну инспектору по технической безопасности, которого он окрестил инспектором опасности, поскольку тот везде приклеивал наклейки «Опасно». После того, как инспектор уходил с работы, Мулис брал бритву и соскабливал наклейки, оправдывая это тем, что сотрудники и так знают, что опасно, а наклейки их только отвлекают. Больше всего инспектору не нравилось, что Мулис хранил пиво в холодильнике, где также хранились радиоактивные изотопы. Изотопы стояли на другой полке, и этого, с точки зрения Мулиса, было достаточно. Ну, в общем, инспектор хотел поднять скандал, но тут выяснилось, что к Мулису ходит пить пиво президент компании, и перед инспектором стала серьезная дилемма – или пойти на принцип, или сохранить работу. В конце концов, он начал посылать на инспекцию свою заместительницу, ту самую пресвятую покровительницу техбезопасности. Она была молода и красива, и у нее был парень. И последовал безобразный инцидент, с которого я начала рассказ. Вообще, Керри любил пофлиртовать, и если ему верить, никто не мог противиться его обаянию. Когда незадолго до получения Нобелевской премии он искал инвестиции для своей собственной компании, его поиски привели его в Японию, где он встретился с императором и императрицей. Возможно, Мулис – единственный человек на планете, который обратился к императрице Японии «Милашка». Она не обиделась. Несмотря на гусарские рассказы Мулиса о самом себе, я не уверена, что он в реальности так уж беззастенчиво разбивал сердца. Женат он был 3 раза официально, но в мемуарах вспоминал в основном о своей коллеге-химике Дженнифер Барнетт, с которой он жил, пока работал в Цетусе. Она ушла от него и покинула компанию через 2 года отношений, видимо, уставшая от его выходок и, чего греха таить, публичных скандалов на работе. На церемонии награждения Нобелевской премии Мулис
отбарабанил официальный текст речи, а в качестве заключения высказался в том духе, что ПЦР и премия – это, конечно, замечательно, но он бы предпочел, чтобы к нему вернулась Дженни. По правилам, претенденты и лауреаты Нобелевской премии узнают о том, что их номинировали и что они выиграли, только когда получают официальный звонок из Нобелевского комитета. Но академическая публика – это очень узкий мир, и слухи о том, кого номинировали, все равно просачиваются. ПЦР был изобретен в конце 1983-го, опубликован в 1985-м, и в 1992 году Керри шепнули, что, может быть, ему дадут Нобелевку. Но бывший научный руководитель Мулиса довольно жестко объяснил ему, что если его увлечение серфингом и женщинами ему еще простят, то другие выходки и высказывания точно нет. После некоторого разочарования Мулис решил больше не думать о Нобелевке, но 13 октября 1993 года в 6:15 утра зазвонил телефон. Керри не стал вскакивать, мало ли кто звонит в 6 утра. Но тут он услышал на автоответчике «Нобелевский комитет» и пулей полетел к трубке. «Поздравляю, доктор Мулис, вам присуждена Нобелевская премия», — сказали в телефоне. На что Керри бодро ответил «Берем». И тут же попытался позвонить маме, у которой как раз был день рождения, и он подумал, что это будет хороший подарок. Но дозвониться до мамы было уже невозможно. Каждый раз, когда он поднимал трубку, на связи уже был кто-нибудь, кто пытался взять у него интервью. В 7 утра пришел его сосед Стив, с которым они договорились пойти вместе на серфинг. Мулис похвастался ему, что получил Нобелевскую премию. Стив ответил, чтобы Мулис поторапливался, иначе не пропустят волну. Ни один из других лауреатов Нобелевской премии в том году не был серьезным серфингистом. И заголовки газет гласили: «Серфер получил Нобелевку». Подтянулись друзья и друзья друзей, все с шампанским. Керри вспоминает, что очнулся он только через 2 дня и что получение Нобелевской премии очень опасно для здоровья. Перед поездкой на церемонию награждения Мулис должен был встретиться с президентом США Биллом Клинтоном. И он хотел его подколоть при всех репортерах. Но Билл, по-видимому, знал, с кем имеет дело, пожал ему руку и быстро убежал. Зато шведские король и королева не смогли увернуться от беседы с эксцентричным лауреатом. Мулис слышал, что у их 16-летней дочери, принцессы Швеции, возникли некоторые проблемы с имиджем. В таблоидах о ней писали нелестные вещи. Обратившись к королю, Мулис сказал, что ради улучшения репутации принцессы он готов предложить своего сына ей в женихи. В обмен на треть королевства, конечно. После получения Нобелевки Мулис работал консультантом в различных исследовательских компаниях, основывал свои проекты. К примеру, он основал бизнес по продаже ювелирных изделий, содержащих размноженную ДНК умерших знаменитостей, таких как Элвис Пресли и Мерлин Монро. Но он также работал над, я процитирую, потому что мне эти слова абсолютно ни о чем не говорят, технологии с использованием атомно-силовой микроскопии и штрих-кодированных антител, помеченных тяжелыми металлами для создания высокомультиплексных параллельных иммуноанализов. Он вообще-то был серьезным ученым. Керри Мулис умер 7 августа 2019 года, полгода не дожив до момента, когда его изобретение окажется у всех на устах. Человек, сделавший возможным для многих ученых то, что казалось невозможным, давший людям способность решать задачи, которые не чаяли решить, и рассказывавший о встрече с флуоресцентным говорящим енотом, который весьма вероятно был инопланетянином. Серфер на волне сознания, бесстрашный борец за честность в науке. Вы можете над ним смеяться, вы можете крутить пальцем у виска, но не зарекайтесь от тюрьмы, от сумы и от того, что когда-нибудь ваша жизнь будет зависеть от анализа ПЦР. Всего вам доброго, не болейте. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне.
Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Boosty или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!